Привет, друзья! Для миллионов работающих граждан в Германии грядет масштабная трудовая реформа, которая может серьезно изменить привычный график вашей жизни. Федеральное правительство под руководством канцлера Фридриха Мерца намерено отказаться от классического 8-часового рабочего дня. Министр труда Бирбель Баас, социал-демократическая партия Германии, официально объявила в Бундестаге, что соответствующий законопроект будет представлен на рассмотрение уже в июне. Давайте разберем, как система устроена сегодня. Действующее законодательство достаточно жестко регулирует защиту наемных работников. Согласно закону о рабочем времени, стандартная смена не должна превышать 8 часов. В исключительных случаях работодатель может продлить ее до 10 часов, но с важным условием. В среднем за год рабочий день сотрудника все равно должен составлять не более 8 часов. Также действует лимит максимум 48 рабочих часов в неделю. Новое соглашение между ХДС-ХСС и Социал-демократической партией Германии СДПГ предполагает отказ от нынешних ежедневных ограничений. В планах властей оставить главным ориентиром исключительно максимальную неделю продолжительность работы. Юридическим основанием для такой перестройки власти Мерца называют европейские директивы и решение того же Европейского суда, принятое еще в 2019 году. Позиция Министерства труда заключается и в том, что экономике необходима большая гибкость. Однако, чтобы снизить риск переработок, Бирбель Баас планирует одновременно внедрить повсеместный электронный учет рабочего времени. Власти сегодня утверждают, что фиксация каждой минуты на цифровых платформах поможет избежать злоупотреблений и скрытых переработок на рабочих местах. Однако для многих сотрудников отмена ежедневных лимитов все равно выглядит тревожным сигналом. Именно этот пункт вызывает самые острые споры среди юристов и профсоюзов. Эксперты по трудовому праву уже провели детальные расчеты новых рамок. По закону, сегодня у сотрудника сохраняется право на минимальное время отдыха – 11 часов между сменами плюс обязательный 45-минутный перерыв. Если же вычесть эти показатели из суток, получается, что потенциально допустимый рабочий день в Германии может растягиваться до 12 часов и 15 минут. Поскольку европейские нормы требуют наличия всего одного выходного дня, при 6-дневном графике в экстремальной ситуации недельная нагрузка способна уже подскочить до 73,5 часов. Безусловно, в долгосрочной перспективе работодатель все-таки обязан соблюдать средний лимит в 48 часов, компенсируя те авралы дополнительными отгулами. Однако фактически, как вы понимаете, это означает, что в пиковые периоды производства сотрудников смогут временно привлекать к более длительным сменам, превращая, соответственно, отдельные рабочие недели в серьезные испытания для их здоровья. Немецкие профсоюзы выступили с резким осуждением данной инициативы. Представители влиятельного объединения профсоюзов работников сферы услуг Верди открыто заявляют: отмена поддневных ограничений развяжет руки бизнесу. Они опасаются появления крайне продолжительных смен, которые будут оправдываться производственной необходимостью. Глава объединения немецких профсоюзов ДГБ Ясмин Фахими высказалась еще более категорично. Она настоятельно рекомендует правительству Мерца отказаться от этого шага, подчеркивая, что у простых наемных работников может стать меньше возможностей для отказа от переработок. Если же начальник, например, потребует отработать 12 или даже более часов в конкретный день, ссылаясь на новый закон, рядовому сотруднику будет очень непросто возражать без опасений испортить отношения со своим руководством. Действующие ограничения – это такой базовый механизм охраны здоровья на рабочем месте. То есть, когда у людей становится меньше контроля над собственным временем и растет объем переработок, это серьезно, соответственно, отражается на самочувствии и уровне стресса. В масштабах страны такой подход может приводить к росту числа больничных листов, также снижению общей производительности, а также к дополнительной нагрузке на систему государственного медицинского страхования. Руководитель профсоюзов работников пищевой промышленности и общественного питания НГГ
прямо назвал отмену фиксированного 8-часового дня потенциальным источником новых проблем в сфере здоровья работников. Реформа может особенно сильно затронуть секторы, где сменный график, дефицит кадров и высокие нагрузки уже давно на самом деле стали нормой. Это кондитерское производство, промышленные пекарни и сфера гастрономии. Вместо решения проблемы нехватки рабочих рук, новые правила Мерса, по мнению профсоюзов, способны усилить отток квалифицированных кадров, поскольку многие сотрудники все-таки не готовы сегодня работать в условиях слишком длительных и изматывающих смен. Эту позицию подтверждает и исследование Федерального института охраны труда и производственной медицины БАУА. В профильных материалах ведомства отмечают, что регулярная рабочая неделя, существенно превышающая 40 часов, может быть связана с повышенными рисками для здоровья. Среди основных рисков специалисты называют именно хронические боли, снижение общего тонуса, проблемы сердечно-сосудистой системы, нарушение обмена веществ и повышенную психологическую нагрузку. Кроме того, при очень длительных сменах снижается и концентрация внимания сотрудников, а это в свою очередь повышает риск производственного травматизма как во время работы, так и по дороге домой, когда человек возвращается после длительной нагрузки и усталости. В Германии разгорается также масштабная дискуссия вокруг системы пенсионного обеспечения для отдельных категорий граждан. Подавляющее большинство сегодня жителей страны выступает за серьезный пересмотр правил начисления старостных выплат. Согласно свежим социологическим данным института Инфратест ДИМА, 5 из 6 опрошенных поддерживают идею отказа от обособленной системы. Многие граждане считают, что чиновников, депутатов и самозанятых необходимо перевести в общую структуру обязательного пенсионного страхования. Масштабное исследование охватило более 2000 респондентов во всех федеральных землях, и выяснилось, что идею уравнивания правил поддерживает большинство населения – 86% участников опроса. Против этой инициативы высказались всего лишь 10% респондентов. Общественная дискуссия, соответственно, увеличивается на фоне того, что обычные наемные работники сталкиваются с ростом взносов и обсуждением будущего уровня пенсий, тогда как госслужащие продолжают получать отдельное государственное обеспечение чиновников. Профессиональные экономисты также поддерживают необходимость реформирования системы. Например, профессор Аксель Бёрш-Супан заявил о необходимости пересмотра исторически сложившихся привилегий. По его мнению, существует серьезный управленческий разрыв между теми, кто принимает решения, и людьми, которые напрямую зависят от государственной пенсионной системы. Чиновники сегодня управляют страной и принимают законы, однако их собственная система обеспечения устроена почему-то совершенно иначе, чем у большинства работников. По мнению сторонников реформы, перевод госслужащих на законное пенсионное страхование на общих основаниях должен помочь государственному аппарату лучше понимать проблему обычных граждан. Однако в этой реформе есть серьезный экономический риск. Профессор Бёрш-Супан предупреждает, что с чисто финансовой точки зрения слияние систем может создавать дополнительную нагрузку на пенсионный фонд. Статистика показывает сегодня, что немецкие чиновники в среднем живут дольше. Это значит, что они будут более продолжительное время получать, соответственно, выплаты, что способно увеличить расходы самой системы. Но, тем не менее, эксперт все-таки считает, что этот шаг необходим. По его мнению, ликвидация привилегий поможет снизить застарелое чувство социальной несправедливости, поскольку сегодня разрыв между выплатами чиновников и обычных граждан часто становится предметом общественных споров. Вполне ожидаемо, что немецкий союз госслужащих категорически против таких изменений. Заместитель главы союза Фолькин Гейер заявил, что подобные дискуссии, по его мнению, слишком часто становятся на эмоциях, а не на долгосрочных финансовых расчетах. По расчетам профсоюза чиновников, принудительный перевод аппарата в общую систему может обернуться для налогоплательщиков дополнительными расходами, а это как минимум 20 миллиардов евро в год. Государству как работодателю придется ежемесячно перечислять законный взнос в размере 9,3% от оклада каждого сотрудника.
Более того, чтобы чиновники могли без существенных потерь платить свою половину взноса, властям, вероятно, пришлось бы пересматривать и уровень заработных плат. В Союзе ДББ подчеркивают, что сам пенсионный фонд может не получить от этого ожидаемого финансового эффекта. Из-за высоких окладов чиновников их будущая пенсия окажется выше средних, а соответственно более высокая продолжительность жизни этой группы также способна увеличить нагрузку на систему в долгосрочной перспективе. В итоге реформа, призванная как бы восстановить справедливость, рискует привести, наоборот, к дополнительному бюджетному дефициту и новым расходам для государства. В качестве альтернативы Фолькин, Гейер предлагают существенно изменить саму логику бюджетных потоков. Вместо пересмотра существующей структуры чиновничьих окладов, реальной поддержкой для общего фонда, по его мнению, стало бы полное финансирование всех абсолютно социальных выплат, не связанных со страховым стажем. Речь идет о пособиях, надбавках для жителей восточных земель и материнских пенсиях. Если же эти многомиллиардные статьи расхода переложить напрямую на государственную казну, как хотят, то в их оплате через налоги будет участвовать уже вся страна, включая бизнесменов и политиков. Идея расширить пенсионный фонд за счет чиновников привлекает возможность быстрого увеличения поступлений, так как миллионы новых плательщиков сразу принесут дополнительные миллиарды евро в виде взносов. Однако на самом деле этот эффект, по мнению аналитика, может оказаться временным. Аналитические разборы показывают, финансовые преимущества от такого слияния могут существенно сократиться примерно в середине 2070-х годов. После этого система рискует снова столкнуться с дефицитом, но уже с более высокими обязательствами перед постаревшими госслужащими. Профессор социальной экономики Мартин Вердинг резюмирует эту проблему базовым законом математики. Если объединить две системы с ограниченными финансовыми резервами, новые средства сами по себе не появятся. И интересно то, что сами граждане видят решение в других механизмах, то есть 2/3 населения, а это 67% опрошенных сегодня, выступают за более жесткую связь между размером выплат и с именно трудовым стажем. По их мнению, те, кто поздно начал трудовую деятельность, должны работать еще дольше. При этом популярную среди либеральных политиков идею автоматической привязки пенсионного возраста к продолжительности жизни большинство жителей Германии, 64%, абсолютно не поддерживают. Немецкое общество скептически относится к англосаксской модели, где государственная пенсия сводится к базовому минимуму, а гражданам предлагается активнее формировать именно личное накопление. Почти 69% респондентов считают сегодня сокращение роли государства в системах социальной гарантии неверным подходом. То есть жители Германии традиционно все-таки доверяют государственной солидарной системе и выступают за ее внутреннюю реформу, а не за перенос большей финансовой ответственности на самих граждан. Но это у меня еще не все. Я сейчас хотел бы от глобальных таких дебатов о пенсионных реформах перейти к сугубо жизненным вопросам внутри немецкой социальной системы. Для тех, кто вынужден совмещать получение гражданского пособия Бюргергельд с заботой о тяжелобольных членах своей семьи, этот вопрос имеет огромное значение. Должен ли человек немедленно соглашаться на предложенные вакансии, если его день расписан, скажем так, по минутам из-за домашних медицинских процедур? Второй том социального кодекса дает на это достаточно четкий ответ. Если ваша трудовая деятельность напрямую мешает обеспечению необходимого ухода за близким, такая работа может быть официально признана неподходящей. 10-й параграф этого же кодекса устанавливает серьезные ограничения для действий чиновников. Центр занятости JobCentr не может требовать от вас немедленного трудоустройства, если это ставит под угрозу уход за родственником или отсутствует возможность организовать вашу замену. Однако здесь есть важный юридический нюанс. Само по себе наличие больного родственника в квартире не является на самом деле автоматическим освобождением от поиска работы. Ведомство оценивает реальность затраты времени, физических сил и доступность сторонней помощи.
Федеральное агентство по труду сегодня предписывает своим сотрудникам проводить индивидуальные проверки обстоятельств. То есть чиновники должны внимательно оценить, сколько часов в день уходит на гигиенические процедуры или кормление, какие действия вы выполняете лично и возможно ли подключение амбулаторной службы. Главным юридическим ориентиром в подобных ситуациях выступает официальное присвоение уровня потребностей в уходе. Напомню, существует сегодня внутренняя система оценки, по которой определяется доступная трудовая нагрузка. При наличии первого уровня ухода считается, что родственник во многом способен справляться самостоятельно, и от вас могут ожидать полноценной занятости. Если же установленный уровень 2 или тот же уровень 3, ведомство обязано учитывать объем ухода и при необходимости сокращать количество обязательных рабочих часов. А вот при самых тяжелых уровнях 4 и 5 закон, как правило, исходит из того, что уход требует фактического постоянного присутствия человека рядом с больным. И более того, если состояние близкого резко ухудшилось, это может стать законным основанием для срочного пересмотра ваших обязательств перед государством. Юридический статус близкого родственника распространяется на официальных супругов, зарегистрированных партнеров, детей, родителей, братьев и сестер. Однако параграф Социального кодекса идет еще дальше. Под эту категорию также попадают и те, кто просто проживает совместно или связан с нуждающимся в помощи человеком устойчивыми, подтвержденными личными отношениями. Это означает, что забота о гражданском супруге или близком человеке также может считаться веским основанием для ограничения требований по трудоустройству. Помимо сохранения самого пособия, очень важным становится также вопрос дополнительной финансовой поддержки. Родственники, которые из-за постоянного ухода вынуждены полностью или даже частично сократить свою занятость, имеют законное право претендовать на пособие по уходу. Механика выплат здесь специфическая, то есть деньги профильная касса по уходу перечисляет напрямую самому застрахованному лицу, а тот уже имеет право передать всю сумму ухаживающему за ним члену семьи. Более того, государство предусматривает и компенсационный механизм для тех, кто вынужден ограничивать профессиональную деятельность ради ухода за близкими. При соблюдении определенных условий, в частности, если уход занимает, напомню, не менее 14 часов в неделю, а сам родственник работает не более 30 часов, касса по уходу может взять на себя выплату взносов в пенсионное страхование. Как подчеркивают эксперты профильного портала, это позволяет человеку не терять пенсионный стаж, пока он регулярно ухаживает за тяжелобольным родственником. При этом само базовое гражданское пособие, как правило, продолжает выплачиваться, создавая необходимую ту финансовую поддержку, пока подопечный нуждается в домашнем уходе. Однако для сохранения выплат и защиты от претензий ведомства, простого, скажем так, устного заявления о том, что вы заняты заботой о близком, как правило, недостаточно. Получатель гражданского пособия обязан предоставить документальное подтверждение, которое показывает реальные ежедневные затраты вашего времени. Одним из ключевых юридических оснований в подобных ситуациях является уведомление о присвоении уровня ухода, которое выдается медицинской службой страховых касс после проведения официальной экспертизы. Помимо этого документа вам потребуется создать пакет сопутствующих бумаг. То есть ведомство изучает ваши актуальные медицинские справки, планы лечения от лечащего врача и, что особенно важно, подробный дневник ухода. В этом графике желательно максимально подробно вам фиксировать ваш распорядок дня и конкретные ваши действия, от помощи в личной гигиене и одевании до организации питания и сопровождения на медицинские осмотры. Полезным также может быть и личное заявление самого подопечного, подтверждающее, что именно вы регулярно оказываете ему необходимую помощь. Также важно понимать, что закон предусматривает защиту прав ухаживающих родственников и допускает освобождение от стандартных требований рынка труда, но только именно при наличии достаточно документированного подтверждения.
Если же вы не предоставите подобный отчет о своей повседневной нагрузке, Центр занятости может посчитать объем ухода просто-напросто недостаточным для полного освобождения от требований по трудоустройству и, соответственно, пересмотреть условия выплат. И именно поэтому аккуратное введение документации, своевременное предоставление тех доказательств, о которых я сказал, помогают уверенно отстаивать свои права и сохранять положенную государственную поддержку. Но давайте все-таки не останавливаться и от юридических этих тонкостях социального кодекса перенесемся в торговые залы немецких супермаркетов, где правила покупок сегодня меняются. Крупнейшая сеть дискаунтеров в Германии полностью пересматривает свою логику движения покупателей. Знакомая каждому ситуация. Вы, например, заходите в магазин исключительно за молоком и хлебом, а в итоге тратите лишнее время, проходя мимо дрелей, постельного белья или, например, спортивных курток. В компании Lidl Deutschland решили отказаться от прежней концепции промышленных отделов. Исторически этот сектор функционировал по принципу свободного поиска, то есть на специальных столах для распродаж, известных как корзины для копания в вюльтише, товары выкладывались навалом и еженедельно менялись. Покупателям часто приходилось долго искать нужный размер среди коробок и упаковок. Теперь же ритейлеры постепенно заменяют старую систему во всех своих 3200 филиалов по всей стране на концепцию структурированных тематических миров. Пространство между продуктовыми холодильниками и кассами теперь разделено на 6 постоянных визуально выделенных цветовых даже секторов. Каждая зона получила собственное имя и четкую специализацию, что позволяет быстрее ориентироваться в зале. Например, в секторе Parkside собраны инструменты и садовый инвентарь. Бытовая техника для кухни сосредоточена в зоне Silver Crest. Рекламную кампанию вы знаете, которую возглавил Андре Агасси. Данная реорганизация филиалов должна упростить на самом деле навигацию для нас с вами покупателей. Теперь, если вам необходима конкретная кухонная утварь, вам не придется долго проходить через другие отделы. Достаточно сразу направиться к соответствующему цветовому индикатору. Важный элемент этой реформы, о котором большинство покупателей в Германии еще не до конца знают, это внедрение гибридной системы покупок прямо у торговых стеллажей. То есть дискаунтер запустил услугу мгновенного цифрового заказа. Например, если вы пришли за конкретным шуруповертом или курткой, а нужного размера или цвета на полке не оказалось в тот момент, вам больше не придется разворачиваться и уходить с пустыми руками. Достаточно отсканировать QR-код на ценнике и оформить покупку онлайн, после чего вещь вам доставят к дому. Эта система формирует такую новую модель организации покупок и планирования времени. Вы прямо в торговом зале можете видеть информацию о наличии товара на центральном складе. К тому же в фирменном приложении Lidl Plus регулярно доступны купоны на бесплатную доставку. Если вещь в магазине разобрали, вы берете и заказываете ее через код, активируете купон бесплатной доставки в телефоне и получаете товар без дополнительных расходов на доставку. Руководство промышленного сектора сети объявляет этот шаг попыткой объединить ценовую доступность дискаунтера с сервисом специализированного бутика. Но у этой модели есть и практическая экономическая сторона. Такое нововведение частично разгружает и сам персонал магазина. Сотрудникам меньше нужно вручную перетаскивать тяжелые коробки, постоянно сортировать те завалы одежды, которые накопились, и искать остатки на складе. Высвободившееся время менеджмент планирует направить именно на ускорение работы кассовых зон и улучшение сервиса. Так что при следующем визите в супермаркет стоит вам обращать внимание на новые те цветовые указатели над проходами и при необходимости использовать коды на ценниках. Это способ получить нужную вещь даже в случае, если полка перед вами временно пуста. И теперь сразу после анализа розничной торговли хочу обратить ваше внимание на транспортную систему, где назревают большие изменения в распределении влияния.
Экономическое положение Берлина сегодня, похоже, сталкивается с новыми вызовами. Десятилетиями ФРГ выступала в роли строгого такого европейского учителя, влияя на соседние страны в вопросах бюджетной дисциплины, стабильности банковской системы и технологического развития. Теперь же ситуация постепенно меняется. На примере Германии Южная Европа наглядно демонстрирует, если национальный крупный игрок сталкивается с трудностями управления, часть его рыночного пространства может переходить к более эффективным участникам рынка. То есть экспансия частного капитала начинается в секторе дальнего следования. Бывший глава автомобильного гиганта Ferrari Лука Кардера, создавший успешную, вы знаете, альтернативу госмонополии в Италии, официально нацелен на междугородние железнодорожные перевозки именно внутри уже Германии. Его предприятие Итала, сумевшее потеснить доминирование Трениталия на родине, готовит масштабный запуск 30 высокоскоростных экспрессов на немецкие магистрали. Первые рейсы запланированы уже буквально на весну 2028 года. Для пережившего затяжные финансовые трудности концерна Deutsche Bahn это может стать серьезным имиджевым и коммерческим испытанием. Итальянский оператор планирует получить контроль уже над 56 наиболее прибыльными внутренними маршрутами, соединяющими ключевые мегаполисы, например, от Мюнхена и Кёльна до Берлина и Гамбурга. Цена вопроса – 3,6 миллиарда евро прямых инвестиций, причем производство поездов отдают немецкому технологическому концерну Siemens. Главным камнем преткновения в этой сделке остается получение прав на использование путей. Одобрение заявки должна дать инфраструктурная дочерняя компания самой Deutsche Bahn. Маттензе Мула при этом выдвигает достаточно жесткие экономические требования, ожидая от властей ФРГ долгосрочных юридических гарантий. Позиция итальянских инвесторов заключается в том, что крупные инвестиции сложно реализовать, если право на каждый маршрут приходится регулярно согласовывать в кабинетах немецких чиновников. Для государственного концерна Deutsche Bahn появление такого, скажем так, мощного игрока – это на самом деле серьезное испытание для репутации. Пока немецкий монополист годами сталкивается с постоянными ремонтами путей, объясняет регулярные опоздания своих поездов и постепенно теряет доверие пассажиров, итальянский бизнес открыто заявляет о намерении повлиять на стандарты немецких перевозок. У себя на родине фирма Italo провела масштабное обновление рынка. После ее выхода на линии билеты в Италии, кстати, снизились в цене, а пассажиропоток все-таки вырос. Теперь этот опыт эффективной ценовой конкуренции Маттензе Мула планирует экспортировать и в Германию, наглядно показывая местным топ-менеджерам, как может работать современная логистика. Самое примечательное здесь, что этот транспортный прецедент – это лишь на самом деле верхушка более широкой тенденции. Аналогичный сценарий прямо сейчас развивается и в немецком медиапространстве. Один из крупнейших частных телевизионных холдингов Германии, ProSiebenSat.1, перешел под влияние южноевропейского капитала. Итальянский медиагигант Media for Europe, принадлежащий, кстати, семье Берлускони, сконцентрировал у себя пакет в 75,61% акций немецкой компании. Это событие показывает нам с вами более глубокий системный сдвиг, то есть немецкий бизнес в отдельных сегментах сталкивается с трудностями при создании собственных крупных игроков европейского масштаба, поэтому часть медийных активов постепенно переходит именно под управление холдингов из Милана. Под давлением новых владельцев телеканалам приходится сокращать побочные цифровые проекты и возвращаться к своей базовой задаче, то есть производству развлекательного контента. В рамках этой перестройки активов знаменитый немецкий портал сравнения Zenvarivox был продан миланской группе Multiply за 232 миллиона евро.
И на этом изменения, кстати, не заканчиваются. По данным информационного агентства Reuters, руководство ProSiebenSeit.1 рассматривает возможность продажи ряда цифровых дочерних брендов, включая Marktguru, сервисный прокат и агентство впечатлений. Экономические аналитики отмечают, что часть сделок снова может привлечь интерес южноевропейских инвесторов, закрепляя общую тенденцию перераспределения активов на европейском рынке. Третий шаг со стороны южноевропейского капитала затрагивает также и основу немецкой экономической модели, задевая интересы миллионов предпринимателей. Например, итальянский финансовый гигант Unicredit официально перешел к активной фазе в отношении второго по величине банка ФРГ – Коммерцбанк. Генеральный директор миланского конгломерата Андреа Орчел на этой неделе представил предложение о поглощении, оценив каждую акцию немецкого финучреждения в 31,7 евро. Руководство во Франкфурте изучает сегодня документы, а в Берлине правительственные чиновники разрабатывают экстренные сценарии по возможной блокировке этой сделки. При этом интерес со стороны итальянской стороны сохраняется высоким. Под контролем Орчела, напомню, уже находится около 30% акций Коммерцбанка. В финансовом мире Германии это событие рассматривается как серьезное нарушение устоявшихся негласных правил. То есть этот банк исторически выполняет роль одного из самых ключевых финансовых опорных институтов для малого и среднего бизнеса, который обеспечивает стабильность большой части немецкой экономики. Банк обеспечивает также и финансирование почти трети внешней торговли страны. Если все-таки Милан получит полный контроль над этим институтом, тогда итальянские менеджеры смогут влиять на выдачу кредитов, оценку рисков и управление ключевыми промышленными сетями ФРГ. В условиях стагнации немецкого производства переход крупного кредитора среднего бизнеса под контроль иностранных инвесторов рассматривается как фактор, который может повлиять на экономический суверенитет всей страны, ведь решения о финансировании предприятия, например, в Баварии или Руре, будут приниматься уже не в Берлине, а где? В Милане. Масштабные изменения затрагивают не только банковский сектор и медиагигантов. Прямо сейчас южноевропейский капитал активно усиливает присутствие и в секторе немецких семейных предприятий. Наглядным примером этой тенденции стала недавняя сделка в Баден-Вюртемберге. Известный итальянский холдинг DSC из Бергамо совместно с машиностроительной компанией SCM Tecno полностью выкупили ключевые активы и производственные мощности обанкротившегося немецкого производителя текстильного оборудования Meyer Company из Альпштадта. В этой сделке важным аналитическим маркером является состав покупателей. В Германию заходят игроки со стратегическими интересами в промышленности. Тот же итальянский холдинг уже является мировым игроком в производстве промышленных шлангов и ранее был одним из ключевых клиентов немецкого завода. В свою очередь, их партнеры разрабатывают сложные роботизированные системы и планируют использовать немецкие патенты для укрепления позиций на всем глобальном рынке оплеточных станков. Этот пример нам с вами показывает, что иностранный капитал все чаще ориентируется на инженерное ноу-хау. Постепенно немецкая промышленная база в отдельных сегментах сталкивается с сокращением производства, технологии, чертежи и оборудование уходят на юг, а ряд традиционных предприятий, формировавших промышленную репутацию регионов, завершают работу или реструктуризируются. Чтобы до конца осознать тот масштаб всего происходящего, давайте обратимся к официальной международной макроэкономической статистике. На протяжении десятилетий финансовые потоки двигались в основном в одну сторону. Согласно актуальным отчетам Центрального банка Италии, накопленный объем прямых инвестиций в итальянскую экономику составляет порядка 90-100 миллиардов евро. ФРГ на протяжении многих лет оставалась одним из ключевых инвесторов и торговых партнеров для Рима. Встречный итальянский капитал в Германию в инвестиционном выражении был намного скромнее, находясь в пределах 35-45 миллиардов. Однако сейчас наблюдается существенный сдвиг, пока ведомство публикует консолидированные данные с определенной задержкой, оперативная статистика фиксирует рост итальянских инвестиций.
То есть в настоящий момент на немецком рынке уже закрепились и ведут активную деятельность более 2000 итальянских предприятий. При этом суть изменений определяется направлением развития. Если ранее бизнес из Милана или Турина в основном инвестировал в потребительские секторы, рестораны, сети, индустрию моды или премиальный ритейл, то теперь наблюдается переход и в другие совершенно сегменты. Южноевропейский капитал все чаще входит в инфраструктурное направление, финансовые системы, как я сказал, и технологии ФРГ, которые традиционно считались ключевыми элементами именно немецкой экономики. Общий вывод для Берлина заключается в том, что усиление итальянского присутствия связано не с резким ростом возможностей одной страны, а с повышенной уязвимостью отдельных отраслей Германии. Железнодорожный транспорт, вы знаете, сталкивается с управленческими проблемами, частный медиасектор проходит через этап сокращения, банковская система испытывает ограниченную гибкость, а часть промышленности – давление регуляторных и ценовых факторов. На этом фоне политические и экономические игроки в Берлине и Франкфурте фиксируют изменение баланса. То есть итальянский капитал все чаще приходит не как второстепенный участник, а именно как активный инвестор и покупатель всех активов. Таким образом, нынешняя экономическая реальность ФРГ требует повышенного внимания к изменениям, поскольку сегодня государственные институты уже не обеспечивают, скажем так, ту автоматическую защиту интересов во всех ситуациях, а в условиях, когда поддневные лимиты труда пересматриваются, пенсионная система испытывает нагрузку, а ведомства даже усиливают контроль за документами для социальных выплат. Финансовая устойчивость все больше зависит от способности быстро адаптироваться к новым правилам. Преимущество получает сегодня тот, кто действует заранее и понимает свои законные права. Спасибо за просмотр.